Приветствую всех на моем канале и хочу предложить связать вам летнее, легкое и необыкновенно воздушное, очень красивое платье крючком. Платье идеально не только для города, но также и для пляжного отдыха. Платье связано из тонкого мерсеризированного хлопка и в нем совершенно не жарко. Узор подобран таким образом, что платье можно носить без подклада и комбинации, но обязательно с бельем телесного цвета. По данному мастер-классу вы можете связать платье разной длины, от дерзкого мини до элегантного макси. Если вязать такое платье в белом цвете, оно может подойти любой невесте, а если в темно-синем либо черном, это отличный вариант для вечернего выхода. Обязательно прослушайте до конца вводную часть, там я даю много инструкций и пояснений. Всех приветствую! Хочу сегодня вам предложить связать вот такое замечательное летнее платье. Сразу хочу сказать, мой рост 162 сантиметра и мои параметры по груди 88-90 сантиметров, по талии у меня 68 сантиметров и бедра у меня также 90-88 сантиметров. Вязать платье мы будем крючком 1,75. Связать платье можно абсолютно любой длины. Можно связать мини, миди и кому нравится вот примерно такой длины, как у меня. Как вы видите, платье имеет небольшой тоненький поясок. Толстый сюда поясок не подойдет. И платье это можно носить вот абсолютно в свободном варианте. А можно завязать и сделать акцент на талии либо под грудью. С пояском это будет выглядеть вот примерно вот так. То есть уже какой-то проявляется силуэт. В любом случае, даже если вы покушали или у кого-то есть небольшой животик, в этом платье абсолютно ничего не видно. И оно очень красиво смотрится. Очень летнее, воздушное. И как вы видите, у меня под платьем нету никакого подклада. Платье не просвечивает на 100%. Конечно, если на просвет, на солнышко смотреть, то небольшой силуэт все же будет. Но я думаю, вы видите со стороны, что у меня ничего не видно. Все же советую одевать под платье телесное белье, чтобы не было ничего видно. Либо можно одевать также комбинацию. На что хочу еще обратить внимание. Если вы будете вязать платье такой длины, как у меня, то стоит учитывать то, что независимо от того, какой ниточкой вы будете вязать, платье будет давать утяжеление. Оно будет оттягивать немного верхнюю часть. Учитывайте глубину проймы. Учитывайте то, когда вы начнете провязывать вот эту часть вверх, вот эта маечка у вас пойдет с лямочками, что вот именно такая длина, как у меня, она дает вытяжение платья, то есть утяжеление и платье вытягивается. Примерно в моем случае вытяжение где-то сантиметра 3 буквально у меня оттянулось. И я это знала, я это учитывала, я вяжу платье уже не первый раз, и я это имела в виду и закладывала из этого расчета, что вот я хотела именно такой вырез. И поэтому я настоятельно вам рекомендую брать запас где-то сантиметра 3 на то, что платье у вас вытянется. Чтобы вы изначально не делали вот такой вот глубокий вырез, потому что если вы не заложите эти вот 3 сантиметра на утяжеление платья, этот вырез у вас окажется вот таким вот большим. Поэтому минимум 3 сантиметра закладываем при провязке. То есть вы когда провяжете, примеряете на себя и вырез, соответственно, вот вы примерили на себя, видите, у вас вырез здесь сразу минус 3 сантиметра, он у вас вот будет здесь, если вы будете вязать именно длинное платье. Если вы будете вязать платье мини или по колено, соответственно, при мини платье утяжеления никакого не будет, там, ну, буквально пол сантиметра, если при длине до колена, ну, может быть, 1-1,5 сантиметра. Поэтому это стоит обязательно учитывать. Также хочу напомнить, что вырез у нас с передней части и с задней, он у нас одинаковый. Потому что мы вяжем тут в виде маечки, и потом на маечку, на внутреннюю часть нашего выреза проймы спереди и сзади мы будем привязывать рюшу.
Хочу обратить внимание на длину волана. Обратите внимание, какой у меня она длины. Она у меня чуть закрывает плечи. Вы можете связать свою длину, короче, длиннее, все на ваше усмотрение. Также по длине платья. Обратите внимание, как у меня связано платье. У меня проходят ряды провязок. Что такое ряды провязок? Ряды провязок — это вот эти вот ряды провязок, которые идут между блоками. Блок — это вот блок основного узора 1, блок основного узора 2, потом вот он у меня ряд провязки идет, опять блок основного узора, ряд провязки и блок основного узора и обвязка подола платья. Так вот, количество этих блоков вы можете менять на свое усмотрение. Вы можете связать больше, меньше, либо вообще одним полотном связать платье. Тут все зависит, опять же, от ваших предпочтений. Вязать платье мы будем двумя частями. Первая часть у нас начинается. Мы наберем необходимое количество петель. То есть нам понадобится всего одна мерка изначально. Нам понадобится обхват груди. Если у вас обхват груди меньше обхвата талии, то вы выбираете наибольшую мерку. То есть по большей мерке мы будем набирать петли. Набор петель у нас будет происходить методом 5 длин. Я прикреплю ссылочку. Вы можете более подробно посмотреть это видео на моем канале. Очень удобный способ, который подходит абсолютно ко всему вязанию крючком. После того, когда мы свяжем вот эту верхнюю часть маечки, мы будем присоединять и уже начнем вязать вниз и вывязывать необходимую длину, которая нам необходима. Также я расскажу о пряже, которая необходима нам для вязания, и сразу объясню, почему я даю примерный расход пряжи. По простой причине, потому что в зависимости от того, какое платье вы будете вязать, у вас может быть мини, у вас может быть средняя длина по колено, либо макси, как в моем случае. От этого зависит, какое количество пряжи, сколько мотков вам понадобится. Также каждый может выбрать на свое усмотрение ширину платья, то есть у каждого может быть свое расклешение. Поэтому я буду давать количество пряжи вот именно примерно на мое расклешение, примерно на мой рост и на мою длину. Я не могу рассчитать количество пряжи на любой рост, на любую комплекцию, поэтому буду основываться на свой рост, свои данные и на то количество пряжи, сколько у меня ушло. Я использовала пряжу Пеликан, это у меня оттенок 3970, бирюзовый, как вы видите. Какую пряжу можно использовать еще? Можно использовать пряжу Анна 16, она также отлично подойдет. Но вот пряжа Пеликан, она более тонкая. И если вы будете вязать длину, вот как у меня, такую длину, то я вам настоятельно рекомендую использовать пряжу Пеликан. И если даже у вас найдется какая-то пряжа чуть потоньше, то можно использовать ее, но ни в коем случае не потолще при вот такой длине, как в моем случае. Поэтому повторюсь же, что настоятельно рекомендую вам использовать рекомендованную мной пряжу, и тогда у вас получится тот результат, который получился у меня. Что ж, я желаю вам приятного вязания. Напомню, что у меня есть Инстаграм, где вы можете зайти, подписаться, смотреть мои работы. И мне будет также очень приятно, если вы свяжете платье и поделитесь вашим результатом, пришлете мне фотографии. И мне это будет очень приятно. И я, конечно же, буду вам очень благодарна за ваши лайки, за ваши комментарии. И вяжите с удовольствием. Вязать платье я буду из пряжи Пеликан. Это Vita Cotton, 100% мерсеризированный хлопок. Здесь 50 грамм и 330 метров. Рекомендованный крючок 1,5, но основное полотно я буду вязать крючком 1,75. Начальную цепочку воздушных петель я буду набирать крючком номер 2.
Также нам понадобятся ножницы и несколько маркеров. Что ж, давайте приступим к тому, как мы будем вязать, по какой схеме и с чего будем начинать. Платье у нас будет состоять из двух частей. Мы начнем вязать от пояса вверх. Я стрелочками указала направление вязания. И когда будет связана первая часть, мы начнем присоединять к поясной линии и вязать от пояса вниз. Поэтому давайте приступать к вязанию и начинать с набора воздушных петель, цепочки, и будем вязать, продвигаться вверх. Мы должны измерить обхват груди. На моем примере мой обхват груди равен 88 сантиметров. Так как у нас платье имеет свободную посадку, то на свободную посадку нужно прибавить дополнительные сантиметры. Я прибавляю 10 сантиметров. Вы должны определиться сами, сколько сантиметров вы будете прибавлять и какой свободной посадки ваше платье будет. Значит, соответственно, общее количество сантиметров у меня получается 98. Я беру метровую ленту, набирать петли и сантиметры я буду методом 5 длин. Более подробное видео есть на моем канале, ссылочку я приложу, пожалуйста, переходите, смотрите. Но сейчас я вкратце вам покажу, как нам набирать, что за способ набора петель 5 длин. Итак, мы берем метровую ленту и на метре я отложу свои 98 сантиметров, условно метр. Я откладываю на сантиметре свои 98 сантиметров. Точно так же и вы, у кого какая ширина, у кого сколько сантиметров получается метр, вот метр 20, полтора. То есть мы берем ниточку и на метровой ленте у меня, к сожалению, не попадает полностью метр в видео, поэтому я вам буду уже по конечному итогу показывать. Вот в сложенном виде у меня вот тут вот метр 98 сантиметров. Теперь я беру и откладываю 5 раз ниточку. Ниточку в метр делаю 5 сложений, то есть свой метр я делаю в 5 сложений. Вот у меня вот он 1 метр. Теперь я вот делаю второе сложение ниточки, складываю 3-й раз. У меня вот уже 3 сложения ниточки. Теперь я делаю 4-е сложение. У меня 4 сложения, 1, 2, 3, 4, и теперь 5-е сложение. Вот у меня 5 сложений нити. Вот у меня моток, и эта ниточка у меня от мотка идет. Теперь мы берем крючок номер 2 и начинаем набирать цепочку воздушных петель, вот которая ниточка у нас идет от мотка. То есть берем крючок и набираем. Вот они у нас 5 длин здесь. И я набираю в сторону окончания, вот где у меня вот эти 5 сложений. То есть обычным способом, крючком номер 2, я набираю петельки. Я набираю цепочку воздушных петель. Когда я наберу цепочку воздушных петель до конца своей ниточки, то есть когда я извяжу все эти 5 сложений моего метра, дальше я буду возвращаться вот откуда я начинала, набирать цепочку воздушных петель, и следующий ряд провяжу столбиками без накида полностью по всей длине цепочки. А пока давайте набирать цепочку воздушных петель до конца. Когда мы провязали цепочку воздушных петель, мы меняем крючок на 1,75, находим первую петельку, вот которую мы набирали, которая у нас идет от мотка, вводим сюда крючок в самую первую петельку, находим ее, вводим крючок, подхватываем рабочую ниточку, делаем одну воздушную петельку и в каждую петельку нашей воздушной цепочки петель начинаем провязывать столбики без накида. Цепочку мы на этом этапе, когда мы ее провязали, мы ее не измеряем еще. Мы измерим свои сантиметры, когда
мы провяжем практически до конца, тогда мы будем измерять, соответствует ли эта цепочка тем сантиметрам, которые мы измерили, и прибавили сантиметры на свободную посадку. Так как далее мы будем переходить вязать основной узор, раппорт которого кратен 3 воздушным петлям, то, соответственно, когда мы начинаем провязывать цепочку столбиками без накида, параллельно просчитайте количество столбиков и подведите их под кратность, равную 3. Поэтому давайте довяжем цепочку до конца, подведем петли под кратность раппорта равного 3 и доведем вот этот первый ряд, который мы провяжем столбиками без накида, под свои сантиметры, которые мы прибавили на свободную посадку и которые у нас в итоге получились. Поэтому провязываем цепочку до нужных сантиметров и с кратностью равной 3. После того, как вы набрали цепочку свою, вы ее измерили, она по вашим сантиметрам подошла. Теперь мы очень аккуратно, чтобы у нас цепочка не перекрутилась, нам нужно ее замкнуть в круг. Поэтому тут нужно быть очень аккуратно, ее расправить. И будем соединять соединительной петелькой. Вот я нашла край цепочки, у меня все ровно. Я проверила, чтобы у меня ничего не перекрутилось. Поэтому я беру, нахожу начальную петельку. Вот она у нас, которую мы провязывали, одну воздушную петельку на подъем. В эту петельку вводим крючок, подхватываем рабочую ниточку и протягиваем ее через петельку. Вот так вот. Соединили соединительной петелькой, и теперь будем переходить на вязание основного узора. Вязание основного узора у нас начинается с 3 воздушных петелек подъема. Мы набираем 3 воздушные петельки подъема, 1, 2, 3, и получается, вот мы набрали 1, 2, 3, в 3 петельку провязываем группу из 3 столбиков с накидом, делаем накид на крючок. Отсчитываем, вот мы здесь провязывали цепочку из 3 воздушных петель, поэтому мы отсюда и начинаем считать 1, 2, в 3 петельку. Первый столбик вот мы провязали, сюда же вяжем 2 столбик с накидом и сюда же вяжем 3 столбик с накидом. Далее мы провязали в эту петельку опять 1, 2, 3, в следующую 3 петельку опять группа из 3 столбиков с накидом. Накид на крючок, считаем 1, 2, 3, в 3 петельку провязываем группу из 3 столбиков с накидом. 1, 2 и 3. Опять накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3, в 3 петельку провязываем столбик с накидом. Опять накид на крючок, 1, 2, 3, в 3 петельку группу из 3 столбиков с накидом. И так мы провязываем до конца ряда. И будем переходить на следующий. Я подошла к концу ряда, еще раз проверила, чтобы моя цепочка нигде не перекрутилась. Я провязала последние 3 столбика с накидом, подхожу вот к моей цепочке с 3 воздушных петель подъема, и теперь я буду как соединять. Я провязала 3 столбика с накидом. У меня получилось 1, 2, и в 3 петельку вот цепочка из 3 воздушных петель. Цепочка из 3 воздушных петель, она будет считаться за 1 столбик с накидом. Поэтому вот в начальную петельку я провязываю еще 2 столбика, 1, 2. Тем самым у меня получается группа из 3 столбиков.
и соединяю в третью воздушную петлю подъема. И у нас получается непрерывность узора. То есть, если вы изначально посчитали правильно петли, подвели подкратность узора равного 3, у вас должен получиться вот такой непрерывный узор. Все, провязали. Теперь мы будем переходить на следующий ряд. Следующий ряд мы будем вязать в срединный столбик с накидом предыдущего ряда. Начнем мы также с 3 воздушных петель, провяжем в срединный столбик с накидом, воздушную петлю и сюда же еще один столбик с накидом. И так будем чередовать. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Провязываем 1, 2, 3 воздушные петельки, делаем накид на крючок, находим вот этот срединный столбик, в него вводим крючок, провязываем первый столбик с накидом, воздушная петелька, накид на крючок, сюда же провязываем еще один столбик с накидом. Опять накид на крючок, находим средний столбик с накидом предыдущего ряда, сюда вводим крючок, подхватываем рабочую нить, провязываем столбик с одним накидом, воздушная петелька, накид на крючок и сюда же провязываем еще один столбик с накидом. Вот так у нас получается. Поэтому провязываем до конца ряда и будем соединять завершение ряда делать. Я довязала последний раппорт и подхожу к нашей начальной цепочке из 3 воздушных петель. Здесь я сделаю накид, нахожу срединный столбик, ввожу сюда крючок, провязываю столбик с одним накидом, воздушную петельку. И теперь сюда я соединю вот в третью воздушную петельку, которую мы набирали соединительной петлей. Вот так. Все, дальше мы будем повторять те же самые ряды, вот которые мы уже вязали. То есть следующий ряд мы опять начинаем с 3 воздушных петелек подъема. И будем провязывать группу из 3 столбиков накидом воздушные петельки предыдущего ряда между 2 столбиками с одним накидом. Делаем накид на крючок и провязываем вот сюда, вот в эти вот воздушные петельки предыдущего ряда. Провязываем сюда 3 столбика с одним накидом. Опять накид на крючок в следующий. И следующий раппорт. Вот так у нас получается. Поэтому сейчас мы делаем чередование рядов, соединяем каждый ряд точно так же, как мы соединяли предыдущие ряды. И провязываем до уровня подмышек, ту высоту, которую вам необходима. Я провязала необходимую мне высоту, у меня получилось 10 сантиметров. Я просчитала количество раппортов и по бокам я прикрепила маркеры. Поэтому прикрепите маркеры по бокам, мы будем переходить сейчас на вязание переда и спинки. Когда я маркеры прикрепила, начну вязание спереда. Вязать мы будем вот по этой схеме. Будут убавочки и далее будем переходить на лямочки. Поэтому мы должны от маркера до маркера просчитать количество раппортов и ровно посерединке прикрепить маркер. Это будет у нас срединный маркер. И
Теперь давайте приступать к вязанию. Будем делать убавочки и провязывать лямочки. Вот так у нас будет выглядеть убавки. С одной и с другой стороны они одинаковые. И далее мы будем переходить на лямочку. Лямочка у нас должна заканчиваться по высоте срединного плечевого шва. И теперь мы вместе с вами начнем провязывать. Вот этот маркер у нас, это срединный у меня маркер. И вязать убавочки мы будем по схеме. Я прикрепила нить. И я показываю, что у меня последний ряд, вот он закончен 3 столбиками с накидом. Поэтому желательно, чтобы ваш последний ряд тоже заканчивался группой столбиков с 3 накидами. И мы начнем переходить к убавкам. Я подхватываю рабочую нить и провязываю 3 воздушные петельки подъема. Я провязала 3 воздушные петельки подъема и сразу начинаю с убавок. То есть мы вяжем 2 столбика с накидом с общей вершиной. Первый столбик мы провязываем в срединный столбик предыдущего ряда, а второй столбик провязываем между раппортами, вот этими 2. Я делаю накид на крючок, нахожу вот срединный столбик предыдущего ряда, в этот столбик провязываю первый столбик, его не провязываю, оставляю на крючке, делаю накид на крючок, и вот между раппортами, вот этим и этим, вот сюда, я провязываю второй столбик и провязываю их вместе. Далее по схеме я вяжу ряд 2 столбика воздушная петля, довязываю до конца. В моем случае я буду довязывать до срединного маркера и буду переходить на убавочку опять. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом в срединный столбик я провязываю до маркера, чтобы перейти на убавку. Я довязываю последний раппорт. Столбик с накидом, воздушная петелька, столбик с накидом. И теперь мы должны опять в конце ряда сделать убавку. Мы провязываем 2 столбика. Первый мы провязываем между раппортами, второй провязываем в срединный столбик. То есть находим, вот у нас первый раппорт, вот у нас второй раппорт. Первый столбик мы провязываем между раппортами, вот сюда. Оставляем его на крючке, а второй столбик вяжем в маркер, где у нас прикреплен. Вот у меня в моем случае прикреплен маркер. Если у вас маркер прикреплен между столбиками, между раппортами, потому что у меня срединный получился вот именно вот такой. У меня нечетное количество раппортов, поэтому у меня срединный пришелся на серединку. Если у вас оказался он посередине, то вы должны будете вязать первый столбик вот в срединный маркер, а второй между раппортами. Вот точно так же, вот как здесь мы вязали. То есть вы сначала провяжете в срединный столбик, а второй вы провяжете между раппортами. Поэтому вяжем первый столбик между раппортами, я вяжу, второй провязываю вот в срединный маркер у меня, то есть это срединный столбик предыдущего ряда. Провязала, у меня 2 столбика на крючке, я провязываю их вместе. Вывязываю сразу 3 воздушные петельки подъема, разворачиваю вязание. Мы провязали 3 петельки и далее вяжем опять 2 столбика с общей вершиной. Первым мы вяжем воздушную петельку, второй между раппортами. Делаем накид на крючок. И первый столбик вяжем вот воздушную петельку вот сюда вот. Оставляем на крючке, накид на крючок. И второй мы провязываем между раппортами. 2 столбика на крючке провязываем вместе. И далее вяжем по схеме. У меня это 3 столбика с одним накидом. То есть группа из 3 столбиков с накидом по схеме.
Вяжем мы до конца. Я подхожу к окончанию ряда, провязала вот в предпоследний полный раппорт, и теперь как мы будем завершать ряд. Я провязала вот этот сейчас раппорт, то есть я провязала вот раппорт, и у меня еще один раппорт остался, вот этот. И здесь мы начнем делать убавки. Опять у нас 2 столбика с общей вершиной. Первый мы провязываем воздушную петельку, а второй провязываем вот где у нас было 3 воздушные петельки и вершина 2 столбиков. То есть мы делаем накид на крючок, находим, вот он у нас последний этот раппорт. Мы в последний раппорт провязываем столбик с одним накидом, не до конца оставляем на крючке. И последний вот мы находим, вот у нас было 3 воздушные петельки, вот они. И вот у нас вершина 2 столбика с общей вершиной. Вот в эту вершину, вот сюда, в серединку, тут получается как бы и 3 воздушные петельки, и 2 столбика с общей вершиной. Сюда мы провязываем второй столбик, не до конца оставляем на крючке. Вот у нас 2 столбика, и мы их провязываем вместе. И опять вяжем 3 воздушные петельки на следующий ряд. Провязали этот ряд. Переходим на следующий. Провязали 3 воздушные петельки. Находим вот этот раппорт последний, который у нас был связан 3 столбика с накидом. В срединный столбик провязываем первый столбик, и между раппортами провязываем второй столбик. Они у нас с общей вершиной. Поэтому разворачиваем вязание. Находим последний, вот он у меня провязанный, последняя группа из 3 столбиков с накидом. В срединный провязываем первый столбик и между раппортами второй. Делаем накид на крючок, находим срединный, вот он у нас срединный столбик. В него мы провязываем первый столбик с накидом, не до конца оставляем на крючке. И между вот этими раппортами, вот сюда, провязываем второй столбик, не до конца оставляем на крючке. 2 столбика на крючке вместе с 3 воздушными петельками провязываем их вместе. Далее начинаем вязать по схеме. 2 столбика, между ними воздушная петелька, накид на крючок, и далее вяжем по схеме. Столбик, воздушная петля, столбик, опять столбик, воздушная петля, столбик. Так вяжем до конца. Я провязала последний раппорт, и у меня подошла к месту убавок. То есть вот я провязала вот эту часть, и теперь я провязываю 2 столбика с общей вершиной. Первый столбик я провязываю в срединный, а второй вот в верхушечку, где у нас соединялось 3 воздушные петли подъема и 2 столбика с общей вершиной. Поэтому я делаю накид на крючок, нахожу срединный столбик. В этот срединный столбик я провязываю первый столбик, накид на крючок, нахожу вот это вот, где у меня вот 3 воздушные петельки и 2 столбика с общей вершиной. Вот сюда, в эту петельку провязываю второй столбик. Оставляю на крючке и провязываю их вместе. И отсюда сразу 3 воздушные петельки провязываю. Все, этот ряд мы провязали. Переходим на следующий. Провязали 3 воздушные петли. Сразу начинаем делать убавочку по ряду. То есть провязываем первый столбик воздушную петельку предыдущего ряда, а второй столбик между раппортами. Делаем накид на крючок. Первый столбик провязываем вот воздушную петельку, накид на крючок, второй между раппортами. 2 столбика на крючке, их провязываем вместе. И далее вяжем уже по схеме. В каждый раппорт я буду вязать по 3 столбика с накидом. И вот я подошла к ряду убавок, провязала последний раппорт из 3 столбиков с накидом. Мы начали вязать вот отсюда, я провязала последний и опять подхожу к убавочкам. Первый столбик провязываю воздушную петельку, второй вместо соединения 2 столбиков с общей вершиной и 3 воздушных петелек. То есть я делаю накид на крючок, нахожу опять воздушную петельку,
Сюда столбик не до конца провязываю, оставляю на крючке, накид на крючок, нахожу вот эту срединную петельку и сюда не до конца провязываю столбик с одним накидом, на крючке 2 столбика, их провязываю вместе. Опять 3 воздушные петельки. Этот ряд мы провязали 3 воздушные петельки, переворачиваем и опять видим, что у нас убавки. Первый столбик мы будем провязывать срединный столбик предыдущего ряда, второй между раппортами. Делаем накид на крючок, находим срединный столбик предыдущего ряда, в него не до конца провязываем столбик, накид на крючок и между вот этими раппортами вот сюда провязываем второй и провязываем их вместе. Далее вяжем по схеме: в срединный столбик, столбик, воздушная петля, столбик. Так вяжем до конца ряда и опять начинаем делать убавки. Я подошла к месту убавок. Теперь первый столбик я провязываю в срединный столбик предыдущего ряда. И второй столбик опять вот в эту петельку, где у нас 2 столбика с общей вершиной и 3 воздушные петельки. Сюда провязываю второй. Вот у нас 2 столбика на крючке, их вместе провязываем и 3 воздушные петельки подъема. Вот мы провязали вот этот ряд, 3 воздушные петельки мы провязали, переворачиваем вязание. И опять делаем убавку. Первый столбик мы вяжем в воздушную петельку предыдущего ряда, второй между раппортами вот сюда. Провязываем их вместе. И далее по схеме вяжем группой из 3 столбиков в каждый раппорт предыдущего ряда, то есть воздушную петельку. Подошла опять к убавкам. Делаем накид на крючок. Первый столбик мы провязываем в воздушную петельку, второй вместо соединения вот сюда, где у нас было 2 соединительных столбика с общей вершиной и 3 воздушные петельки. Вот они у меня 2 столбика на крючке провязаны не до конца, их провязываем вместе и 3 воздушные петельки. Провязали, опять разворачиваем вязание. То есть я думаю, вы поняли, что здесь у нас ряды повторяются и убавки у нас везде одинаковые. То есть я здесь не всю высоту показала, то есть вы можете чередовать. Провязали, опять вернулись, посмотрели, как мы делаем убавки. Лямочка у меня из 3 раппортов, как вы видите, поэтому я буду сейчас делать убавки. Опять вот я провязала 3 воздушные петельки, сделаю накид на крючок и сделаю убавку в срединный столбик между раппортами. И буду доводить убавочку свою до того места, когда у меня останется вот 3 раппорта. То есть мне осталось буквально несколько рядов. Вы свою ширину лямочки можете выбрать 3-5 раппортов, кто-то 1-2. То есть это на ваше усмотрение. Итак, давайте вязать дальше. Я провязываю ряд, 2 столбика, между ними воздушная петля. Опять я подошла к ряду с убавками. Первый столбик я провязываю в срединный столбик предыдущего ряда, оставляю его на крючке, и второй вот в соединительную петельку предыдущего ряда, вот в эту вот петельку. И провязываем вместе 2 столбика, которые на крючке, 3 воздушные петельки подъема. Опять я делаю убавку, делаю накид на крючок, провязываю первый столбик вот воздушную петельку, второй столбик между раппортами этим и этим, провязываю их вместе и дальше вяжу по схеме группа из 3 столбиков с накидом в каждый раппорт предыдущего ряда. Вот подошла к месту убавок, опять накид на крючок, воздушную петельку, первый столбик провязываю, второй в соединительную петлю
и соединяю их вместе. Опять 3 воздушные петли подъема, перехожу на следующий ряд. И смотрю, что вот я сделала, у меня убавка с одной стороны, убавка с другой стороны, и у меня осталось 3 целых раппорта. Теперь я буду переходить на вязание лямочек. Вот у меня по схеме, вот они убавки и 3 полных раппорта. У вас здесь могут быть свое количество раппортов в зависимости от того, сколько вы себе оставите. И теперь я провязала 3 воздушные петельки подъема. Когда я буду переходить уже на вязание лямочки, я никакие убавки уже в следующем ряду не делаю. Теперь я 3 петли подъема провязала и начинаю без всяких убавок просто вязать по схеме узора. Здесь у меня следующий ряд 2 столбика, между ними воздушные петли, которые я провязываю в серединный столбик предыдущего ряда. Провязала 3 раппорта, то есть я здесь провязала 3 воздушные петли подъема и сразу без всяких убавок начала вязать по схеме. Провязала последний раппорт, и здесь у меня была убавка. Я делаю накид на крючок, и вот в этот же срединный столбик, который у нас вот был между 3 воздушными петлями подъема и 2 столбика с общей вершиной, сюда провязываю столбик с одним накидом. Вот как по схеме. Сюда я провязала столбик с одним накидом. Далее я провязываю 3 воздушные петли подъема и поворотными рядами дальше вяжу необходимую высоту лямочки. 3 петельки подъема, переворачиваю вязание и в каждую петельку предыдущего ряда, в каждый раппорт я провязываю по схеме. Это у меня 3 столбика с одним накидом. Провязала последний раппорт, накид на крючок, и я в начале ряда делала 3 воздушные петли подъема в предыдущем ряде, и в 3-ю воздушную петельку, вот я нахожу 3-ю петельку, ввожу сюда крючок, провязываю столбик с одним накидом. Опять 3 воздушные петельки подъема, разворачиваю вязание, и вот видите, у меня уже начала формироваться лямочка. И опять вяжу по схеме, это у меня 2 столбика, между ними воздушная петелька. Последний раппорт. И опять столбик с одним накидом в 3-ю воздушную петельку подъема. Нахожу 3-ю петельку подъема и в нее провязываю столбик с одним накидом. И вот так у нас будет формироваться лямочка. Мы всегда ряд будем начинать с 3 воздушных петелек подъема, а заканчивать ряд будем столбиком с одним накидом, который у нас будет соединяться в 3-ю воздушную петельку подъема. И когда мы свяжем, у нас должны получиться 2 одинаковые половинки. Вот у нас, так чтобы было лучше видно, у нас получается вот такой вот вырез округлый, и пошли лямочки. Я взяла вот такую короткую высоту, не стала делать более глубокую. Вы, опять же повторюсь, можете провязывать большее количество рядов, и соответственно у вас будет выше. Я буду начинать нижнюю часть, вот чтобы она начиналась от подгрудью. И вы видите, у нас получается округлый вырез, и мы вяжем лямочки одинаковой высоты. Обязательно примерьте на себя в процессе вязания, какой высоты вам лямочка нужна, чтобы вот эта пройма не была слишком низкой и слишком глубокой. Поэтому довязываем эту лямочку до конца и будем переходить на заднюю часть. Я провязала обе половинки.
Вот так это выглядит. И если мы их сложим вместе, то у нас они должны быть, вот видите, абсолютно одинаковые. Вот так у нас должно получиться. Аккуратный вырез, лямочки, которые должны доходить до середины плечевого шва с одной стороны и с другой одинаковые. Обращайте внимание, что пройма не должна быть слишком глубокая. И теперь мы будем переходить на вязание задней части. Будем вязать точно так же, как переднюю часть, и соединять по плечевым швам. И в дальнейшем переходить уже на нижнюю часть нашего платья. Когда мы переходим к вязанию задней части, мы точно так же находим серединку, прикрепляем маркер на серединку и будем вязать по этой же схеме, как мы вязали переднюю планочку. То есть они у нас ничем отличаться, эти передняя часть и задняя часть, не будут. Одинаковые лямочки точно так же провязываем. Когда начнем провязывать лямочки, сразу примеряйте на себя, чтобы, как я уже говорила, чтобы проймы не были слишком глубокие. Поэтому я уже прикрепила рабочую нить и сейчас буду провязывать точно так же правую и левые задние планочки, точно так же, как мы вязали передние. И будем приступать к соединению мотивов передней части и начнем вязать дальше. Я провязала одну заднюю лямочку, вторую еще не довязала. Видите, у меня и перед, и зад все одинаково. Лямочки у меня тоже одинаковые по высоте. Я примерила на себя. Мне эта высота лямочек подходит. И теперь я ниточку не обрезаю. Я соединю сейчас 2 ниточки. То есть я буду соединять, вот я закончила вязать, провязала столбик с одним накидом. На второй лямочке нахожу 3-ю воздушную петельку подъема. Сюда ввожу крючок, подхватываю рабочую ниточку и протягиваю. Протянула, переворачиваю вязание. И сейчас я буду соединять столбиками без накида. То есть я буду провязывать в каждую петельку столбик без накида. Подхватываю обе планочки вот так вот и столбиками без накида соединяю каждую петельку. Вот беру одну петельку и вторую петельку и столбиками без накида таким образом соединяю обе лямочки. Петельку подъема на одной лямочке и на другой лямочке. Вот они. В 3-й петельке подъема провязываем столбик без накида, затягиваем и обрезаем ниточку. И у нас получается это вот изнаночная сторона, с лицевой стороны у нас будет получаться вот так вот. Ниточку обрезаем и хвостики прячем. И сейчас я буду переходить к довязыванию второй части задней планочки вот этого выреза и лямочки, и точно так же я его провяжу и точно так же я его соединю. Я соединила, довязала и соединила столбиками без накида лямочки по плечевым швам, и у меня готова верхняя часть. Теперь я распустила начальную цепочку, которая у меня была в самом начале вязания, присоединила нить, и теперь мы начнем вязать нижнюю часть нашего платья, то есть мы будем вязать сверху вниз. То есть вот это у нас верхняя часть, вот, и мы будем вот это вверх, мы будем вязать вниз. Я подсоединила ниточку и подхватываю рабочую нить, делаю 2 воздушные петельки подъема и провязываю полностью ряд столбиками без накида. В каждую петельку предыдущего ряда я провязываю столбики без накида до конца ряда. Я провязала последний столбик без накида, соединила в петельке подъема, и теперь следующий ряд мы будем вязать следующим образом. Провязываем 3 петельки подъема, 1 петельку на ряд, делаем накид на крючок. Вот отсюда мы из первой петельки вязали 1 петельку
предыдущего ряда пропускаем и в следующую петельку вяжем столбик с одним накидом. Опять воздушная петелька на ряд, который будет приходиться на петлю предыдущего ряда, и в следующую петельку провязываем столбик с одним накидом. То есть у нас будет сейчас чередование: воздушная петля, пропускаем петлю основания и в следующую петельку вяжем столбик с одним накидом. И так целый ряд провязываем: воздушная петелька, столбик с одним накидом. У нас ряд будет вот такой вот: воздушная петелька, столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. Я провязала до конца ряда, и у вас может получиться такая ситуация, что, допустим, вот как я провязала, и у меня осталось 2 петельки. То есть я могу, в принципе, провязать одну воздушную петельку и соединить в третью воздушную петлю подъема, оставить вот так вот. А можно сделать несколько иначе. Можно также провязать одну воздушную петельку, провязать столбик с одним накидом вот в последнюю петлю, которая перед 3 воздушными петлями подъема, провязать воздушную петельку и соединить в третью воздушную петлю подъема. Тем самым у нас образуется еще один раппорт. Это я не могу сказать, что как-то вот вы сделаете так или так, смотрите на ваше усмотрение. Дополнительно даст небольшие миллиметры к нашему платью. Все, провязали, соединили в третью воздушную петельку подъема, провязываем 2 воздушные петельки подъема и в эту же петлю провязываем столбик без накида. И следующий ряд мы весь будем провязывать столбиками без накида. Но что мы должны сделать? Мы должны просчитать все петельки, так как далее мы будем переходить на вязание вот такого узора. Этот у нас узор кратен 6 воздушным петлям. Поэтому мы должны сейчас просчитать петельки вот в этом ряде, где мы вязали столбик с накидом воздушная петля. И следующий ряд мы будем вязать столбики без накида. В этом ряде мы должны подвести эти петли под кратность равную 6. Как мы будем добавлять? Например, если вам не хватает 2 петли, как мы будем вязать? Обычно вот мы по ряду как вяжем? Мы провязываем воздушную петельку, столбик без накида, и в столбик с одним накидом тоже вяжем столбик. То есть мы вяжем по каждой петельке, в каждую петельку провязываем столбик без накида. То есть вот сюда воздушную петельку мы вяжем и в сам столбик в этот вот провязываем сюда. Если нам нужно добавить 2 петельки, провяжите воздушную петлю дополнительный столбик с накидом. Вот видите, я провязала сюда 2 столбика, соответственно, я уже добавила 1 петельку. А если вам нужно добавить 2, добавьте где-нибудь с другой стороны еще 1 петельку. То есть вам может не хватить 1, 2, либо максимум 3 петли. Вот, поэтому в этом ряде мы должны подвести наши столбики, которые мы провязываем под кратностью узора равного 6. Мы довяжем до конца, соединим воздушные петельки подъема и будем переходить на вязание основного узора. Я соединила ряд в третью воздушную петельку, и мы будем переходить на вязание основного узора. Узор начинается с 3 воздушных петелек подъема, и каждый новый ряд мы будем закрывать соединительной петлей в третью воздушную петельку подъема и начинать с 3 воздушных петелек. Итак, провязываем 1, 2, 3 воздушная петля, пропускаем 1 петельку и во вторую провязываем 4 столбика с одним накидом. Накид на крючок. С этой петельки я вязала, 1 пропускаю, во вторую провязываю 4 столбика с накидом. Столбика с накидом в 1 петельку. Далее пропускаем 1, 2 и в третью провязываю 2 столбика и между ними 2 воздушные петли.
у нас везде между этими столбиками двоечки. Нарисованы это 2 воздушные петельки. Делаем накид на крючок, пропускаем 1, 2 и в третью петельку вяжем. 1, 2, в третью петельку я провязываю первый столбик. 1, 2 воздушные петельки, накид на крючок и в эту же петельку еще один столбик. Пропускаем 1, 2, в третью вяжем опять 4 столбика с накидом. Накид на крючок, 1, 2 и в третью петельку провязываем группу из 4 столбиков с одним накидом. Четыре столбика провязали. Опять пропускаем 1, 2 и в третью вяжем 2 столбика, между ними 2 воздушные петельки. Накид на крючок, пропускаем 1, 2 и в эту петельку провязываем первый столбик, 2 воздушные петельки, накид на крючок и в эту же петельку провязываем еще один столбик. И опять возвращаемся и повторяем наш раппорт. Накид на крючок, 1, 2, в третью петельку провязываем 4 столбика с накидом. Раз, 2, в третью петельку 2 столбика, между ними 2 воздушные петельки. И по этой схеме довязываем до конца ряда. 4 столбика с накидом, 2 петельки пропускаем в третью, вяжем 2 столбика, между ними 2 воздушные петельки. И так вяжем до конца ряда. Я провязала последние 3 столбика с накидом, и конец ряда я закрываю в третью воздушную петельку подъема соединительной петелькой. Все, переход на следующий ряд у нас также с 3 воздушных петелек подъема, 3 воздушные петельки подъема. И так как у меня ряд начинался с 4 столбиков с одним накидом, мы провязали 3 петельки подъема, и сейчас сюда вяжем 1, 2, 3, 4, 5. То есть мы 1, 2, 4 и 5 вяжем в столбике предыдущего ряда, а срединный столбик вяжем между столбиками. Провязала 3 воздушные петельки подъем, делаю накид на крючок, первый столбик провязываю в первый столбик предыдущего ряда, второй столбик провязываю во второй, вот в этот, во второй столбик предыдущего ряда. Теперь я вяжу срединный столбик, то есть срединный столбик я вот между столбиками вот сюда буду провязывать срединный столбик. 2 я провязала, третий провязываю между столбиками вот сюда, ввожу крючок и провязываю срединный столбик, третий, четвертый вяжу вот в этот столбик, в третий предыдущего ряда, и 5 в последний столбик предыдущего ряда провязываю. Вот так. Далее вот 2 столбика, 2 воздушные петли, в них же вяжем то же самое. 2 столбика и между ними 2 воздушные петельки. Столбик, 2 воздушные петельки и сюда же в арочку столбик. Вот так. Дальше опять в эти 4 столбика мы провязываем 5 столбиков и третий провязываем вот между ними. Срединный провязываю между столбиков. И следующие 2 столбик в столбик.
Далее опять 2 столбика, между ними 2 воздушные петельки. И так мы провязываем до конца ряда и завершаем ряд соединительной петелькой в третью воздушную петлю подъема. Я завершила ряд, провязала в третью воздушную петельку подъема, и теперь дальше мы начинаем вязать. Вот мы начинали ряд, у нас было 5 столбиков с накидом. Сейчас мы в срединный столбик будем вязать 2 столбика с накидом, между ними 2 воздушные петли. То есть я завершила ряд, начинаю провязывать 3 воздушные петельки подъема, я провязала. Я делаю накид на крючок, нахожу, вот он у меня срединный столбик. В этот срединный столбик я провязываю первый столбик с накидом, 2 воздушные петельки, и сюда же провязываю второй столбик. Провязала. А вот в эту арочку я провязываю 5 столбиков с одним накидом. Вот в арочку из 2 воздушных петель. Сюда 5 столбиков с одним накидом. Теперь опять вот в этот срединный столбик я опять провязываю 2 столбика, между ними 2 воздушные петельки. И опять сюда один же столбик. В арочку вот в эту 5 столбиков с одним накидом. Пять столбиков провязала, накид на крючок, и опять в срединный столбик я провязываю 2 столбика, между ними 2 воздушные петли. Вот первый столбик провязала, 2 воздушные петельки, накид на крючок, и сюда же второй столбик. В арочку 5 столбиков с одним накидом. И в срединный столбик 2 столбика, между ними 2 воздушные петельки, столбики с одним накидом. Вот так у нас получается. И довязываем до конца ряда, и ряд завершаем соединительной петелькой в третью воздушную петельку подъема. Я завершила ряд соединением соединительной петелькой в третью петлю подъема, и следующий ряд я опять начинаю с 3 воздушных петелек подъема. И следующий ряд у нас будет точно такой же, как мы сейчас провязывали ряд. То есть мы делаем накид на крючок сюда, вот в этот раппорт, провязываем точно так же 2 столбика, 2 воздушные петли между ними. Первый столбик, 2 воздушные петельки и второй сюда столбик. В 5 столбиков с накидом также вяжем 5 столбиков с одним накидом. В каждую петельку, в каждый столбик провязываем столбик с одним накидом. Провязали 5 столбиков. Дальше сюда опять то же самое повторяем. 2 столбика, 2 воздушные петельки, между ними столбик, 2 воздушные петельки, столбик. В 5 столбиков также 5 столбиков с одним накидом. И так мы вяжем до конца ряда. Далее мы будем начинать повторять вязание. То есть у нас этот ряд вот так провязывается. Мы его повторяем точно так же, как предыдущий ряд. Когда мы этот ряд закончим, мы также соединим в третью воздушную петельку подъема.
И опять вернемся к первому ряду. То есть мы вот в эти 2 воздушные петельки начнем вязать опять 4 столбика. В эти 5 столбиков в серединку мы провяжем 2 столбика, между ними 2 воздушные петли. Вот у нас сюда они пойдут. 2 воздушные петельки между ними. Сюда у нас 4 столбика пойдут. Сюда также 4 столбика у нас пойдут. И опять же в эти 5 столбиков с накидом у нас будет, мы вот это будем повторять, у нас будут 2 столбика, между ними по 2 воздушные петельки. Поэтому мы довязываем вот этот ряд и возвращаемся к нашему первому ряду и повторяем по 4 ряда. 1, 2, 3, 4 и опять возвращаемся к первому. Повторяем и вяжем так нужную, необходимую нам длину. Я провязала последний ряд, соединила соединительной петелькой в 3-ю петлю подъема предыдущего ряда, и теперь я буду возвращаться опять вот к этому ряду, к первому, который мы провязывали. Я опять начинаю с 3 воздушных петелек подъема и начинаю вязать, как мы по схеме вязали, 4 столбика с одним накидом. Я буду провязывать вот эту арочку из 2 воздушных петель, вяжем 4 столбика. Далее по схеме у нас 2 столбика, между ними 2 воздушные петельки. Мы будем вязать вот в срединный столбик предыдущего ряда, вот находим, вот он у нас 3-й. В этот столбик мы провяжем 2 столбика с накидом и между ними 2 воздушные петельки. И 2-й столбик сюда же. И повторяем также в арочку мы вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4 сюда же в арочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда. И в срединный столбик предыдущего ряда мы вяжем 2 столбика с накидом, между ними 2 воздушные петельки. Вот, мы провязали, опять вернулись к этому ряду. И мы повторяем вот так по 4 ряда и повторяем ряды до необходимой нам длины. Этот блок мы должны провязать до талии. Будем вязать до талии, и после того, как мы провяжем эти все ряды, будем переходить к следующему узору. Мы провязали узор основной, вот эти вот ракушечки, и я хочу сразу показать. Вы должны определить длину вот именно вот этой части. Она должна доходить до уровня талии. Бывает, что у кого-то более ярко выраженная талия и очень широкие бедра. Мы должны определить, измерить ширину всего вот нашего вот этого полотна, какая у нас здесь ширина, и измерить обхват бедер по самой выступающей части. Если вы проходите по этой ширине, которая у вас получилась в конечном ряду, и по вашему обхвату бедер, то мы будем вязать дальше, то есть мы сделаем провязку. Провязка у нас везде будет именно вот этот ряд, который мы провязывали. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. То есть через каждый определенный блок мы будем провязывать именно эту провязку. В моем случае я провязала 14 рядов. Через 14 рядов я довязала до уровня талии. Я смотрю, что по бедрам я прохожу, и такая ширина меня вполне устраивает. Поэтому я сейчас буду делать вот эту провязку и буду переходить на дальнейшее вязание. Поэтому сейчас вы тоже должны довязать до уровня талии, примерить на себя. Опять же, определитесь с проймой, чтобы пройма у вас была не слишком глубокая. Когда вы соединяли лямочки, вы должны были примерить и обратить внимание на глубину проймы. Довязываем основной вот этот узор до талии, измеряем бедра, измеряем, сколько сантиметров у нас по последнему ряду получилось. Если все устраивает, провязываем ряд провязки вот этой вот и переходим дальше.